Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина влюблена в вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ох, как вам хочется нежности и тепла. Вот сразу же мне почему-то хочется поставить вам многим диагноз: острая нехватка любви, острых ощущений, таких любовных, да? Вот очень вам не хватает, знаете, вот женщины, которая стала бы вашим таким надежным, теплым, близким другом и любовницей, да? Я имею в виду, что вот родство душ. Вам очень не хватает женщины, с которой вы могли бы себя чувствовать как одно целое, правда? Вы человек, который, в принципе, да, вот вы в свое время как будто восстали из пепла. Была ситуация очень непростая, была ситуация, когда, казалось, земля уходила из-под ног, но тем не менее вы очень сильный, вы человек, который в любой ситуации выкарабкивается. Вы не можете вот как-то себе даже позволить долго раскисать, да. Вы даже, может быть, считаете, что это как-то, ну, не по-мужски, правда? Вы всегда смотрите, вот знаете, как будто вперед и с надеждой. Какая бы ни была ситуация, еще раз говорю, вы всегда видите тот самый свет в конце тоннеля. Даже те, кто были в клинической смерти, такие тоже были. Вы видели тот самый свет, вы можете даже поделиться в комментариях, у кого такое было. Это, конечно, ужасно, но такое было. Человечек, который, в общем-то, я не скажу, что вы прям накопили большие миллионы. Ну так, средний заработок, может быть, даже чуть выше среднего у многих из вас есть. И знаете, вот вы настолько как-то вот бережно относитесь ко всему, что вы вот приносите в дом, покупаете в дом, да, вот вы не солите деньгами, а как-то вот вы настолько очень по-разумному, что ли, используете деньги. Вам не нравятся женщины-транжиры, вы очень этого не любите, да, вот вы из тех, которые готовы, да, к любимой женщине вы готовы и звезду с неба достать, но вот как-то сорить деньгами вы не позволите или же даже не позволяли раньше и своим женщинам, потому что, ну, знаете, что деньги с неба не падают, да, и все-таки это нужен труд, чтобы их заработать. Вы человек, который очень любит стабильность, да, вот как-то для вас очень важно находиться в душевном комфорте. Вы не любите склоки, скандалы. Вы человек, который может даже быть немножко казаться таинственным. Вы не будете выпячивать свои проблемы, вы не будете, ну, навешивать на других свои проблемы. Вам это как-то даже кажется не по-мужски, да? Ну, вы считаете, что я мужчина, я сам все обмозгую, я сам все решу, все сделаю. И мало таких людей, которые, ну, полностью зная, да, вот как вам бывает плохо, тяжело, да, мало с кем вы делитесь. Но то, что у вас нехватка нежности, тепла и любви у многих, это 100%. Давайте сделаем снова наш маленький опрос. Есть у вас такой диагноз, да? Острая нехватка ощущений, любовных ощущений, нежности, тепла. Я уже как-то делала вот недавно этот такой опрос. Но поскольку у нас и новые подписчики, и гости канала, давайте сделаем еще раз, да, вот именно насколько вам хватает или не хватает любви, страсти, нежности, да. Вы человечек, который ценит все прекрасное. И в отношениях, вот я сейчас в общем говорю, да, вот какой вы. Вот в отношениях для вас очень важно быть с женщиной, вот как бы на одной волне, что ли, да. Вам очень могло нравиться, вот даже раньше, если те из вас, кто разошлись, вам могло раньше нравиться вместе что-то делать по дому, да, там вместе убирать, я не знаю, там вместе, может быть, кушать, готовить, либо же помогать вашей женщине. Ну, то есть вам вот именно, когда вы вдвоем, вам очень-очень классно и комфортно. Ну, по крайней мере, было раньше, если сейчас у кого нет отношений.
Вы человек, который, ну, никогда не свяжется лишь бы с какой женщиной. Для вас важна, конечно же, внешность, фигура важна, но немаловажно для вас и какой она человек. Для вас важно, чтобы она была чистоплотная, это однозначно. Хорошая хозяйка. Ну, хозяйка в каком плане? Кушать, допустим, многие из вас могут приготовить. Вы довольно неплохие повара, вы очень гостеприимные, вы умеете накрывать поляны, когда, да, вот какой-то праздник, пиршество. У вас это было неоднократно. И я вам скажу, что вам даже многие женщины завидуют, когда говорят, что ну ты фору дашь любой женщине. Ну, не то чтобы любой, да, но многим женщинам ты дашь фору именно вот в каких-то кулинарных таких предпочтениях. Кулинары, отзовитесь, мужчины, пишите, кто из вас бомбезно умеет кушать, готовить. И что вы лучше всего готовите. Напишите, вот какое блюдо вы готовите лучше всего. Так, ну еще в 2 словах давайте посмотрим быстренько, что мне о вас скажут. Ну, сейчас, конечно, вы немножко разленились. Вот, может быть, последние месяцы, последние годы, у кого как. Раньше более активные были. Сейчас вот вы вот больше тогда, вот как улиточка это. Вот любите, может быть, вальяжность, хочется, может быть, больше поспать, да, либо же никуда не выходить из дому в выходной. Хочется как-то вот спокойствия, тишины, ну и, конечно же, любви. Потому что у многих из вас проиграется вот именно мечты о любимой женщине. Да, у кого-то из вас есть, вроде бы сейчас, казалось бы, любимая женщина, но у вас есть сомнения, да, а получится, а не получится, потому что это новые отношения. Еще немножечко вот этот червячок у вас в голове сидит, червячок сомнений. Ну а у остальных, у кого нет женщины, конечно же, вам бы хотелось дома, тепла и уюта. Вот дом для вас это все. Дом это для вас, это ваше все. Это ваш якорь, это ваш тыл, это ваша стена, как угодно. У нас вот даже выпало, видите, подряд, да? То есть дом и любовь – это 2 такие важные составляющие, которые у вас стоят, наверное, на первом месте. Но опять же, многих из вас ваша память возвращает в прошлое и не дает покоя. Бывают периоды, довольно частые такие ностальгии, периоды воспоминаний. Может быть, каких-то людей дорогих вам вы вспоминаете, да, которые, может быть, ушли, либо же какие-то такие, ну, довольно приятные воспоминания. Кто-то из вас хочет, кстати, ну, то ли заняться эзотерикой, либо же занимается. Плюс есть из вас, ну, среди вас кто-то способный к целительству. Можете, ребят, тоже развиваться в этом направлении, но довольно неплохо у вас будет получаться. И давайте ближе к вопросу, какая же женщина все-таки влюблена в вас? Ух ты! Ух ты! Я бы сказала, что в вас влюблены даже 2 женщины. Одна будет помягче, другая пожестче. Одна младше, одна постарше. Это 2 кардинально разные женщины. Вот как белое и черное, 2 абсолютно разные во всех смыслах этого слова. Эту женщину вы, в общем-то, знаете. Сейчас давайте уточним. Она одинокая, она довольно неплохо выглядит. Она может даже вам оказывать какие-то знаки внимания, но это будут такие ненавязчивые знаки. Это могут быть скорее такие, знаете, намеки, что ли. Она довольно неплохо выглядит, у нее хорошая осанка, она стройная, она может заниматься спортом, ну то есть она следит за собой, очень такая уверенная, в принципе, себе женщина. И может создавать даже, знаете, вот какое-то ощущение, что она, ну, то ли самовлюбленная, то ли у нее повышенная, ну, такое самомнение повышенное, что ли, да, поэтому, ну, вот как-то вы вроде бы и общаетесь иногда с ней, но не рассматривайте особо ее, да, есть какой-то страх, есть какое-то опасение, а вдруг она там какая-то звезда, да, а еще одну звезду в своей жизни вам особо и не хочется. Но она может за вами, ну, реально начать приударять. Я не говорю, что в наглую она будет бегать. Ну, вот ей захочется вас как-то вот в свои сети поймать, потому что, ну, уж очень сильно
она положила на вас глаз. Причем вот вы ей нравитесь именно скорее даже как человек. Ей не нужны ваши деньги, она не на деньги ваши положила глаз. Вот от вас исходит какая-то надежность. И она вот клюнула на вашу надежность, на такую вот именно мужскую силу, я не знаю, как это даже назвать. Опять же, я много раз рассказывала уже в своих видео, что женщины чувствуют, ну вот энергетически, сильного мужчину, за которым можно быть как за каменной стеной. От вас исходит такая энергетика, поэтому вот она будет пытаться за вами приударять. Может быть, у кого-то уже она оказывает знаки внимания. Поэтому, ребят, обратите внимание на женщину, которая каким-то образом делает шаги в вашу сторону. Ну и кто еще? Вот еще одна дама с Амстердама у нас. Эта дама такая, знаете, она может внешне казаться тоже довольно такая, ну, холодная, может быть, типа снежной королевы. Но на самом деле она белая и пушистая. Это просто как, ну, маска, это иллюзия, это видимость, что она такая. На самом деле это просто вот, ну, такая вот внешность грозная. Это человечек с тонкой такой, знаете, душой. Она очень ранимая на самом деле. Хоть внешне, конечно, этого не скажешь, да, вот такой парадокс получается. Она очень чувствительная, она очень, может, даже у кого-то и стеснительная проиграется. С этой женщиной вы особо так тесно не общаетесь, можете в лицо ее, правда, знать. Вот как-то, вот знаете, это может быть еще ситуация, когда вот она как бы со стороны за вами наблюдает. Ну, к примеру, да, я приведу, чтобы вы понимали. Ну, допустим, вы там вместе где-то работаете, там в соседних отделах, да, к примеру. И вы с кем-то общаетесь, да, а она просто вот стоит в стороне и наблюдает, она слышит, она видит, да, вот какой вы, как вы себя ведете с людьми, вот. И эта дама, она скорее во внешность влюбилась, вот в вашу какую-то вот манеру общения, понимаете? То есть обе вот эти дамы, они абсолютно не заинтересованы в деньгах, там, в машинах, в квартирах. У каждого свой интерес, да, вот из этих дам. Но вот вторая, вот она в душе помягче. Вот эта помоложе, она, ну, более такая, знаете, почему-то мне ее хочется назвать такой капризной принцессой. Вот с этой дамой будет, ну, не очень просто, если вы захотите с ней сблизиться. Вторая, несмотря на свой такой неприступный вид, может быть, да, она может отпугивать мужчин, она может быть такая, знаете, казаться хладнокровной, но тем не менее, вот у меня ощущение, что вот вы выберете все-таки вот эту даму, вторую, потому что, знаете, будет какая-то ситуация, когда вы будете вынуждены ей помочь. Может быть, она попросит вас о помощи. Может быть, вы сами захотите ей помочь, да? Ну, будет как в фильмах, да, и «Смех и грех» называется. Может быть, она там пакет с яблоками рассыпет, и вы кинетесь ей помогать, да? Ну, это такой самый банальный пример, ну, просто чтобы вам было понятно. То есть с этой дамой у вас может быть такое более тесное, близкое сближение, вы ей давно интересны, она давно за вами наблюдает, ей бы хотелось с вами познакомиться поближе. И ее иллюзии, я вам скажу, что они могут воплотиться в жизнь. Хотя она не очень в это верит. Вот почему-то она немножко, ну, то ли комплексует, да, вот, что она, может быть, вам либо по статусу не подходит, либо что вы на нее не обратите внимания, потому что она знает, что она выглядит, ну, такая, как грозная снежная королева. Она в курсе. Поэтому почему-то она мало верит, что у вас с ней что-то получится. Но я вам скажу, у вас с ней вот и сразу у нас и гармония выпала. У вас могут быть с ней гармоничные отношения. Причем очень плодотворные. О чем это говорит? О том, что у вас может у кого-то с ней даже ребеночек родиться. Да? Если вы, конечно же, пойдете строить с ней отношения. Поэтому вот такие две дамы в вас влюблены. Опять же, у каждого своя дама проиграется, у кого-то, может быть, две даже совпадут, да, помним, что это общий расклад, но, тем не менее, всегда помните, что ваша жизнь в ваших руках. Вот как вы поведете свой корабль, туда он и поплывет, да.
Поэтому думайте, какая дама вам больше по душе, с кем вам комфортнее. Иногда действительно бывает, что женщина грозная с виду, да, бывает белая, пушистая и добрячка внутри. Поэтому присматривайтесь и сделайте правильный выбор. А я вам желаю, как всегда, всего самого наилучшего и, конечно же, большого человеческого счастья. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!